Дорогие друзья, здравствуйте! Мы находимся на выставке Леспром. Это сентябрь 2016 год в Екатеринбурге. Мы приехали сюда на выставку, чтобы представить самую мощную электропилу в мире. Вот эта пила. Она производится в Ижевске. Придумали ее в 1970 году. То есть ей сейчас исполняется больше 40 лет, да, уже. Мощность она имеет 3 киловатта номинальная. 3 киловатта это значит на холостых оборотах. Под нагрузкой в момент пиления мощность достигает 5-6 киловатт. Чем больше оператор оказывает усилия на шину, на цепь, тем больше возрастает ее мощность. Предельная потребляемая мощность в районе 8-9 киловатт. На сегодняшний день это единственная в мире пила на базе электродвигателя асинхронного с повышенной частотой тока. Частота тока здесь сравнимая с военной техникой, 400 Гц. Намотка «Звезда». В настоящий момент ведем разработки на тему смены типа намотки на славянку. Ожидаем повышения мощности еще примерно на 20%. Значит, теперь немножко о пиле расскажу. Достаточно простая конструкция. Мотор состоит из неподвижной части статор. Внутри вращается ротор с беличьей клеткой. Подшипники, редуктор. В редукторе 2 шестеренки. В июле этого года внедрили косозубые шестерни, которые позволяют увеличить пятно контакта, тем самым достигается снижение уровня шума, повышение надежности, долговечности шестеренок. Зубья уже не ломает, как раньше бывало в прежние времена. Пила имеет достаточно необычную конструкцию, если сравнивать ее с аналогами электрическими или с бензиновыми пилами. Высоко расположенная рукоятка имеет высоту 40 сантиметров. Для чего это сделано? Когда мы начнем пилить, вы увидите, что эта ручка имеет сразу несколько функций. Первая функция – это рычаг. С помощью данного упора оператор упирает пилу в бревно. Дальше пиление происходит за счет рычага. Наклоняя рычаг, цепь врезается в древесину. Зажать ее очень трудно. Здесь на выставке люди пытались это сделать, но ее мощность позволяет работать в самых тяжелых условиях эксплуатации. Она рассчитана на работу на протяжении суток. 3 смены подряд может работать, 22 часа в сутки. Суровые зимы до минус 35 градусов, при температурах, при которых замерзают бензиновые пилы, эта пила продолжает работать. Здесь вы видите масляный бак, автоматическая подача масла. Есть вот маслонасос, который за счет эксцентрика вала редуктора позволяет поставлять масло на шину через масляный канал. Скорость подачи масла регулируется за счет выкручивания или закручивания этого масляного насоса. Здесь используется родная цепь. Это цепь с шагом 0,404 дюйма. На сегодняшний день это самый большой шаг. Известно, что чем больше шаг, тем агрессивнее происходит пиление. В бытовых бензопилах используется шаг 325, 1/4, 3/8 в стилях.
редко очень в бензопилах используется 404 шаг. Почему так? Дело в том, что 404 шаг, чтобы раскрутить, необходима соответствующая мощность, которой далеко не все пилы цепные обладают. Эта пила имеет запас своей мощности. Крутящий момент номинальный при скорости вращения 12 тысяч оборотов в минуту составляет 2,5 ньютона-метра. Запас мощности составляет 2,6 раз, то есть 160% запас крутящего момента. Ток 12,5 ампер номинальный. Максимальный ток позволяет увеличить его в 5 раз. То есть 400% предел, плюс 400% предел электрического тока. Вторая функция высокой рукоятки – это безопасность. Руки оператора находятся в 40 сантиметрах от режущей кромки. Не случайно здесь даже нет привычной для многих цепных пил крышки, которая требуется в Евросоюзе. Здесь она отсутствует, поскольку в этом смысла нет. Руки оператора значительно удалены на расстоянии 40 сантиметров. Это раз. Второй момент. Высоко расположенная ручка позволяет пилить практически в положении стоя. При этом бревно может располагаться или на земле, или на небольшом настиле деревянном. Не случайно ее используют на многих фанерных комбинатах при производстве древесного угля, при распиловке в промышленных объемах дров, в частности в северных краях, в средних широтах, там, где есть лес, там, где есть много древесины. Школы, предприятия на своих котельных заготавливают дрова для своих предприятий, для отопления. Эта пила оснащена системой амортизации таким образом, чтобы вибрация при пилении не передавалась на руки оператора. Здесь вы видите два утолщения, здесь два утолщения, это резиновые амортизаторы. Еще один амортизатор расположен здесь, окаймляет ручку. Еще два резиновых амортизатора система находится на креплении боковой левой рукоятки. Еще один резиновый амортизатор находится в торце левой рукоятки. Теперь поговорим о левой рукоятке. Вы видите, что ей можно работать как при вертикальном пилении, то есть при пилении сверху вниз, так и при пилении снизу вверх. Для этого руки оператора переходят в положение держать. Эта же рукоятка используется как упор для ноги, и высоко расположенной рукояткой происходит наклон. Таким образом, рукоятка выполняет роль рычага. Не нужно держать руки рядом с шиной. Вот удаленная ручка от шины позволяет сделать этот процесс пиления достаточно легким. Мы на выставке сняли множество примеров, когда хрупкие девушки пилят этой пилой, и ни одна из них не сказала, что ей пилить было тяжело. Все сказали, что пилить легко. Теперь поговорим о весе этой пилы. Пила вместе с пильной гарнитурой, с шиной и цепью весит почти 10 килограммов. Может на первый взгляд показаться, что пила слишком тяжелая, и почему так? Действительно, бензопилы со стандартной, привычной всем конфигурацией, когда ручки расположены рядом с самой пилой, вес каждый килограмм имеет значение. 100 граммов, 500 граммов. Идет борьба между конкурентами, чья пила будет легче.
вес пилы работает на самого оператора. Достаточно будет расположить пилу в место пиления и перехватить левую руку наверх. Все, в этот момент оператор может отдыхать. Пила делает половину работы за него, поскольку 10 килограммов давят вниз. Почему и, собственно, девушкам было легко пилить. Что еще я сказал? Шум. Уровень шума. Если стоять рядом с работающей бензопилой, трудно стоять, не зажав уши, поскольку уровень шума достаточно высокий. Не случайно операторам рекомендовано работать только в наушниках. Оператору, который работает ЭПЧ-3, нет необходимости надевать наушники, поскольку уровень шума на 20% ниже, чем бензопилой. Пила снабжена двумя выключателями. Один из них, он находится в постоянном положении, либо включено, либо выключено. При пилении его включают, и подпружиненный рычаг включения пилы позволяет вовремя, моментально остановить пилу, если оператор освободил рукоятку от руки, выпустил. Что еще? Стандартная комплектация пилы включает в себя 50-сантиметровую шину, 20 дюймов. Мы специально взяли на выставку шину 70 сантиметров, чтобы показать, что мощности пилы достаточно для того, чтобы пила работала так же хорошо и не чувствовала ни устали, ни позывов к зажиму. То есть ее зажать очень трудно. Если только бревно не перегнется и зажмет, но это происходит с любой пилой. Сейчас из-за бунирования у меня только перчатки, но и то не подходящие. Я не собираюсь пилить сейчас в больших объемах, просто покажу, как она работает. Пилу держит в двух руках. Правая рукоятка позволяет пилу опускать практически до положения у земли, что позволяет оператору работать стоя без наклона, как это происходит в стандартной конструкции бензо и электропил, которые все знают. Еще один момент, это упор. Он гладкий. И это непривычно для большинства пильщиков. Почему нет гребенки, спрашивают многие. Объясняю. Опять же, секрет высоко расположенной рукоятки раз, вес пилы 10 килограммов, 2, отсутствие броска вверх, это невозможно для данной пилы. Сейчас вы увидите, почему он такой гладкий и зачем это нужно. Мы делаем упор. Сейчас будем резать блинчики. Все. Этот гладкий упор я сейчас использовал для того, чтобы постоянно снижать на сантиметр, на 2 сантиметра. Без гребенки мне это делать было удобно. Гребенку пришлось бы мне вытаскивать, опускать. Здесь ничего не нужно втыкать в бревно. Упора достаточно. И вот эти 40 сантиметров высоко расположенной рукоятки как раз позволяют, чтобы упор делать без втыкания в бревно. Я просто давлю вперед. Давайте еще раз посмотрим. Вот, собственно, ЭПЧ-3. Заходите на сайт русскими буквами epc-3.rf. Всем спасибо за обзор. Смотрите нас еще.